Пройдя этот тест из 10 вопросов, вы сможете определить приближение инфаркта, узнаете и поймете, как можно себя обезопасить. Итак, без лишних слов, начнем тест. Кратко напомню, что сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности в мире, и вовремя распознанные симптомы могут спасти жизнь. Инфаркт миокарда или инфаркт сердца является серьезным заболеванием, требующим немедленного вмешательства. Однако некоторые предварительные признаки могут дать понимание о возможности развития сердечных проблем в будущем. Вот 10 симптомов, на которые следует обратить внимание. Симптом номер 1. Боль в груди. Основной сигнал. Боль в груди часто является первым и наиболее характерным симптомом предупреждения инфаркта. Это ощущение может быть давлением, тяжестью, сдавливанием или болезненной пульсацией. Распространение боли в руки, шею, челюсть или спину также может быть признаком серьезных проблем. Вопрос теста. Вы ощущаете давление или тяжесть в груди? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 2. Одышка. Затрудненное дыхание. Частые или поверхностные дыхательные движения, а также ощущение нехватки воздуха могут свидетельствовать о возможных проблемах с сердцем. Одышка может возникнуть даже при небольшой физической активности. Вопрос теста. У вас бывает затрудненное дыхание или одышка? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 3. Боль в верхней части живота. Дискомфорт и напряжение. Ощущение тяжести, давления или дискомфорта в области верхней части живота, которые часто принимают за проблемы с желудком, может быть предупреждением о проблемах с сердцем. Вопрос теста. Чувствуете ли вы дискомфорт или тяжесть в верхней части живота? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 4. Головокружение или слабость. Нарушение равновесия. Ненормальное чувство головокружения или слабости, особенно при внезапных движениях, может говорить о нарушениях кровообращения, в том числе и в сердечной области. Вопрос теста. Бывает ли у вас головокружение или слабость? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 5. Боль в руках, шее, челюсти, спине. Неспецифические боли. Боли в этих областях, особенно при их распространении вверх, могут быть связаны с сердечными проблемами и являться предвестниками инфаркта. Вопрос теста. Ощущаете ли вы боли в руках, шее, челюсти или спине? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 6. Недомогание и потеря сознания. Симптомы особой серьезности. Чувство общего недомогания, потеря сознания или темное зрение могут указывать на критическое состояние, требующее немедленной медицинской помощи. Вопрос теста.
Бывают ли у вас периоды недомогания или потери сознания? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 7. Холодный пот. Возможное состояние шока. Появление влажного холодного пота, особенно при отсутствии физической активности, может быть признаком нарушений в кровообращении. Вопрос теста. Замечали ли вы холодный пот, несмотря на отсутствие физической активности? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 8. Тошнота или рвота. Реакция организма. Ощущение тошноты или фактическая рвота может быть вызвано нарушением кровоснабжения сердца. Вопрос теста. Имели ли вы тошноту или рвоту без видимых причин? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 9. Бессонница. Нарушение сна. Бессонница, тревога или беспокойство без видимых причин могут быть связаны с будущими проблемами сердца. Вопрос теста. Сталкиваетесь ли с бессонницей, тревогой или беспокойством без явных причин? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Симптом номер 10. Чувство тревоги или страха. Психологический сигнал. Чувство беспокойства, страха или предчувствия неприятностей без явных причин может быть результатом психологического воздействия стресса на сердце. Вопрос теста. Имеете ли вы чувство тревоги, страха или предчувствия неприятностей без видимых причин? 10 баллов – никогда. 20 баллов – иногда. 30 баллов – часто. Время выбрать вариант и записать баллы. Теперь подсчитайте сумму баллов, я подожду 10 секунд и перейдем к оценке результатов теста. Начнем оценку результатов теста. Мои поздравления, если вы набрали 100 баллов, низкий риск. Ваши ответы не указывают на серьезные проблемы с сердцем. Однако, регулярные медицинские осмотры важны для поддержания здоровья. Хорошо, если вы набрали 110-200 баллов, умеренный риск. Ваши ответы показывают наличие некоторых симптомов, требующих внимания. Рекомендуется проконсультироваться с врачом. И, наконец, если у вас 210-300 баллов, высокий риск. Ваши ответы указывают на возможные серьезные проблемы с сердцем. Немедленно обратитесь к врачу для дополнительного обследования и консультации. Важно отметить, что эти симптомы могут проявляться по-разному у разных людей, и их появление не обязательно связано с инфарктом. Тем не менее, при возникновении подобных симптомов рекомендуется обратиться к врачу для более детального обследования и оценки риска сердечных проблем. Регулярные медицинские осмотры и забота о своем здоровье могут сыграть ключевую роль в предотвращении сердечных заболеваний. Этот тест был разработан на базе 100 причин, которые больше всего влияют на возникновение инфарктов.
Полный список всех 100 причин приведен в описании под этим видео. Тест представляет собой обобщенную оценку на основе ответов на вопросы и не претендует на точность в прогнозировании. Подпишитесь на канал, поставьте, пожалуйста, лайк и посмотрите эти полезные видео. Жду ваши результаты в комментариях.